Так, играем в Анейрофобия. Снова игрушка с фестиваля Стима. Демка. Хоррор про страхи снов. Или что-то типа того. Язык озвучки. Тут даже язык озвучки русский доступен. Калибруйте микрофон так, чтобы нельзя было разговаривать в полный голос или разговаривать вообще. Отсутствие микрофона не помешает вам пройти игру, но он желателен для максимального погружения. Отложить микрофон. Откалибруйте микрофон, чтобы... Так, раз. Раз. Почему-то... Ладно, сейчас попробуем уже в самой игре откалибровать. Может, какая-то фигня. Но стоит пройти скриншот. Я когда открыл эту игру страницу в Steam, я просто охренел на самом деле. Вот там вот все такие скриншоты были такой стилистики. Не встречал еще игру такого типа. Подсказки. Раз. Раз. Угу. Я думаю, да, так и оставим на сотни. Что, видимо, тут, получается, в этой игре будет как игра-то называлась, это тоже хоррор. Don't Scream. Да, Don't Scream, где тебя монстры обнаружили по твоему микрофону. Как и в... еще одна игра называлась, да. Забыл. Ладно. Не суть важно. Начинаем новую игру. Анейрофобия демо. Боялись ли вы когда-нибудь увидеть страшный сон? Бытует мнение, что сны — это проявление подсознания, которое когда-то пережил человек в своей жизни. Страшный сон является эмоциональным отражением того, что произошло с человеком в прошлом. Я думаю, не обязательно именно отражение, что произошло. Просто у нас мозг как генератор идей. И все то страшное, что тебе снится, это не с потолка взято, это твой мозг именно сам и генерирует. Исходя из твоих там переживаний, каких-то там, не знаю, интересов. Что тебе нравится, что тебе не нравится, что тебя пугает. И он на основе этого и генерирует набор всяких действий и сцен. Все кошмары являются прошлыми травмирующими событиями, которые теперь напоминают о себе каждый раз, когда человек ложится спать. У меня была куча вообще снов, которые не взаимосвязаны как будто бы. Конечно, есть там люди, которые, например, боятся, у них арахнофобии, которые боятся там пауков, змей, люди боятся. И у них вот страшные сны, это, естественно, про вот этих вот животных, насекомых, рептилий и так далее. В 2001 году психоаналитик Марк Блехнер в своей книге The Dream Frontier впервые открывает термин, характеризующий людей, которые боятся сновидений. Боятся же не всех сновидений, а боятся, скорее всего, хоррор сновидений, хоррор снов. И они, мне кажется, абсолютно у каждого человека бывают. Как без этого-то?
Потому что любой человек не обязательно во снах, а и в обычной жизни почему-то, не почему-то, а вот по каким-то причинам боится чего-либо. И это вообще может быть разное. Одиночество животных, каких-то, вот, боязнь океана есть. Сейчас вообще куча всяких этих фобий. Анейрофобия. А анейрофобия, видимо, боязнь вообще ложиться спать и увидеть сновидение. Ну, вероятность 3 человека, страдающих анейрофобией, равна примерно 1 к 129. Ну, достаточно частое явление, оказывается. Анейрофобия может проявляться у детей и взрослых, особенно ярко она может проявляться у людей, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством. Да, это как в фильмах, в сериалах показывают, когда там произошло какое-то жуткое событие, и у человека просто день за днем, когда бы он не лег спать, у него этот ужасы всегда его настигают. И он боится ложиться спать только потому, что он понимает, что он не будет спать, он будет видеть вот эти ужасы, которые он только что пережил. Тогда да. Сегодня мы познакомимся именно с таким человеком. Интересная, кстати, задумка. Майк Сандерс. 19-летний парень, оставшийся без родителей в возрасте 14 лет. В качестве наследства от погибших родителей Майк получил большое ранчо вдали от цивилизации в самом сердце. Естественно. 14 лет. Потерять обоих родителей. И жить вдали от цивилизации, в глуши леса вообще. Естественно. Часто Майк мучает кошмары, а иногда он и вовсе не может отличить сон от реальности. Это всегда его пугало. Но после этих случаев Майку наверняка уже больше не захочется спать. Интересный интротекст. Мне уже нравится. До свидания. Так, ладно. Надо собраться. А, нифига, все, мы уже играем. Не, чувак, ну, блядь, это уже перебор. Какие фильмы смотришь? Я хоть и в детстве и был любителем ужастиков, да и сейчас, в принципе, но такой трэш мне никогда не снился. Хотя после такой игры я уже не уверен. Что он наделал? Налобный фонарик. Кто ходит по дому с налобным фонариком? Вообще знал, что можно вот нажимать на выключатель, и свет включится в комнате, например? Википедия. Анейрофобия. Микрофончик. Что хочется? Что-то через раз нажимается ей это. Странная, конечно, расстановка у него тут.
Кровать и два как-то стеллажа, которые со складов взяли. Что за лабиринт у тебя в квартире, Томи? Справка о психическом состоянии здоровья. Выдана Майку Сандерсу, 14-летнему пиздюку, который находился на консультации в областной больнице города Сплитфилд. Консультация была проведена с психотерапевтом. Диагноз анейрофобия, боязнь сновидений. Рекомендации имплазивная терапия. Что это? Непонятно. Подпись еще забавная. И что, у врача? Так, братики. Прям премиум какой-то у него домик. Если бы у меня была... это вентилятор. Если бы у меня была анейрофобия, свет в доме у меня бы не выключался. Более того, у меня даже стоял бы, наверное, генератор запасной на случай отключения электричества. Чтобы не было такого, что я проснулся посреди ночи, у меня вырубило свет, и я остался без источников света. Земной путь окончен, память вечна. Вечно. Собака. Почему нам предлагают закрыть окна? Причем закрываю я, а открыть заново уже не могу. Любимому сыну. Почти стерлась. Русская озвучка, кайф вообще. Я даже не смотрел, кто разработчики-то в этой игре. Ну, походу, русские. А вообще открывал все окна. Как тяжело дышит. Хотя неудивительно, да? Учитывая сюжет. О, нет. Что ты? Идти на улицу. Кока-колу. Я из-за нее плохо сплю, но ладно. Ой,
фобии вообще лучше, конечно, не спать. Что ж, пойдемте. Это что за деревья такие? Мне кажется, это сон во сне. То есть мы до сих пор еще спим, потому что, ну, это... Ну, что это такое? Дома это... Иду. Кто там? Тише, Марти, тише! Хватит, Марти, сидеть! Ну что, надо узнать, на кого он лает. Да ну, как бы, нежелательно. Что это такое? Кролик. Твою мать! Это был заяц. Пиздец. Да что опять не так? Можно собаку с собой взять по-братски? Какие еще походы тут несут тусуются. Ладно, всего лишь дверь ветром открылась. Да. Угу. Всего лишь ветром. Заметил, начали часто в игры приходить такие вот музыкальные инструменты, которые можно было подходить, нажимать, и проигрывалась мелодия. Наверное, вдохновлялись Last of Us. Хотя не знаю, может быть, из-за Last of Us кто-то это раньше сделал. Так, ну ладно, бежим. Что там собака наша? Все чики-брики. Я бы вообще собаку домой взял. Всяко лучше, чем она на улице будет сидеть, а там нам так спокойнее было. Теперь мне еще и звонят. Почему-то я не удивлен. Все, что, другие дела были какие-то? Наверху, наверное. Типа скайп у нас тут. Я слушаю. Алло, Майк? Да ладно, Сэм? Привет, дружище. Охренеть, а Да почему ладно, не у тебя видно твоего высветилось имени? Я специально так сделал. Просто хотел сделать тебе сюрприз. Как-то не видно. Ну что, как поживаешь, Майк? Взаимодействуйте с диалогом, выбирая один из возможных вариантов. Я плохо сплю. Знаешь, мне не спится. Это все из-за той фобии, да? С тех пор, как тебе ее диагностировали, ты стал какой-то не такой. Да, мне постоянно снится всякая хрень. Криминал, психоделия, кровь и прочее. Ну и от чего ты проснулся на этот раз? Давай расскажем.
Мне приснилось, как я убегаю от толпы монстров в каком-то заброшенном здании. И не спрашивай, я даже не знаю, что это было за здание. Вокруг было куча крови, а в конце я падаю в гору гниющих трупов, убегая от монстра вентиляции. А затем я проснулся. Жесть, я не понимаю, как ты все через это проходишь. Мне кажется, я бы просто умер от инфаркта или чего-то подобного. Потому что я довольно впечатлительный человек. Именно этого я и боюсь, Сэм. Боюсь, что усну и больше никогда не проснусь. Мне кажется, если я умру там, то умру и здесь. Каждый раз, когда я просыпаюсь, мое сердце сильно колотится. И я переживаю, что в любой момент оно может не выдержать. Я бы никому такого не пожелал. Сочувствую, Майк. Давай не будем о плохом, ладно? Как там Марти? Нормально, чё. Ну, он в порядке. И что, он хотя бы сторожит? Он только что начал на кого-то лаять, и я решил пойти проверить, потому что с ним такое бывает достаточно редко. И в итоге я наложил в штаны, потому что из кустов резко выбежал заяц. И... Какого хрена ты смеешься? Да уж я помню, как в детстве мы тебя пугали. Все-таки ты так и остался сыклом. Ой, да пошел ты. В общем, Марти в порядке, и он ведет себя хорошо. Ну и славно. Знаешь, я и не думал, что у меня получится до тебя дозвониться. Все-таки уже поздно. Просто, зная тебя, я подумал, что Вообще, ты с можешь чего, не да? спать в такое время. С чего ты мне Ну так звонишь-то? почему ты звонишь именно О. сейчас? И почему ты сам не спишь? Прости, просто у меня неприятная ситуация. Я расстался с девушкой после 4 лет отношений. И я подумал, что могу позвонить тебе, ведь мне хотелось бы, чтобы кто-то был рядом в такой трудный момент. Да, я знаю, что я веду себя как мудак и решил вспомнить о тебе только спустя 5 лет. Просто я надеюсь, Нет, что нет, ты... перестань, Сэм, Что произошло-то? Я думаю, время лечит. Знаю, сейчас на душе тебе тяжело, но какого-то секретного способа избавиться от этого просто нет. Только спустя время ты осознаешь все то, через что прошел. И да, это все, что я могу сказать. Я не эксперт в этом вопросе, Сэм. Сам знаешь, я живу один, поэтому прости, что не могу тебе помочь. Ничего, Майк. Надо Я позвать понимаю. Сэма к нам. Это наоборот, Чё ты мы всё меня равно тут извини. тусуем сегодня Не долго? стоило лезть к Нет, тебе нет, с нет, этой Сэм, все в хренью. порядке, ты лицо. просто не так Да меня подожди, понял. нет, это ты не так меня понял. Ты прав, Майк. Я согласен с тем, что ты сказал. Просто болтая с тобой, мне уже становится легче. Ну вот и отлично. Хотя, знаешь, есть еще одна причина, по которой я тебе звоню. Мы не общались почти 5 лет, и мне очень жаль, что я отдалился. Мне не нравится взрослая жизнь. Я понял, что хочу вернуть то самое беззаботное подростковое время. И знаешь, я хочу сказать, что ты большой молодец. Потому что я или кто-либо другой на твоем месте уже бы давно сошли с ума. Ведь, как по мне, это невозможно. Жить одному, да еще и в такой глуши. Ты, наверное, скучаешь по ним? Ты про родителей? Да. Я постоянно думаю о них. И хотел бы я снова взять и обнять их. Соболезную, дружище. Спасибо, Сэм. Знаешь, следующим летом я закончу ремонт, поэтому приезжай как-нибудь к нам. Мы будем рады тебя видеть. Хорошая идея, я заеду. Что ж, рад был тебя услышать. Я тут хочу закончить пару дел, а потом лягу спать. Поэтому спокойной ночи, дружище. Да, и тебе. Спасибо, что позвонил. Ладно, пора спать. Ты уверен? Че дверь открыта-то? Че там шумит? Погуляю лучше днем. Ну да. Я просто так.
у меня уже мурашки пошли, как только думаю, что сейчас будет сниться ему. Ему бы стоило научиться такому науку, как контролируемый сон. Блин. Хотя, по идее, типа, получается, я сейчас и буду контролировать его сон. Ёбаный рот. Какой-то аутлат уже пошел. Пацаны, вы чего? Давай, 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 давай. Все. Что происходит? Подопри. Вообще в таких случаях, когда тебе снится сон страшный, такая вот тема, как прятаться под кроватью и смотреть на этого монстра, не срабатывает. Потому что мозг рисует то, что ты боишься больше всего. Если ты спрятался под кроватью, ты, естественно, боишься того, что он тебя обнаружит. И мозг, зная, что тебе это будет страшнее, он тебе и рисует такую картину. Нет, 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 нет. М-м. Нет. Блядь. Я так и знал. Так я и знал. Блять, я говорю, желаем следить за тем, как продвигается ее разработка. На самом деле мне понравилось, да. Чётенькая игра, конечно, коротенькая, но не знаю, что они там придумают, не придумают. Но задумка мне очень понравилась. Единственное, что там впихивать в сюжет между этими снами получается. Что там еще можно придумать? Вот, допустим, мы там побегали по сну. Да, нас там нашли, мы сбежали, убили нас, неважно. Просыпаемся и что? Выполнять обычные рутинные какие-то дела. Не знаю. В любом случае, я буду следить за этой игрой, мне она понравилась. Да. Лайк.